Пожалуйста. Прошу вас. Антон Верницкий, Первый канал. Владимир Владимирович, подведите, пожалуйста, итоги сегодняшнего дня, что было за закрытыми дверями, особенно на встрече в узком составе с вашими коллегами по ЕАЭС. Какие были у вас двусторонние встречи, может, те, о которых мы еще не знаем. И звучали слова «санкции» снова, многократно во время выступлений. Насколько санкции влияют на деятельность Евразийского экономического союза? Спасибо. Что касается двухсторонних встреч, вот только что закончилась встреча, без прессы была, такая рабочая, у нас была встреча с президентом Узбекистана, и мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Мирамоновича Мирзиёева, все это вполне реализуемые вещи. Речь идет об энергетике, в том числе, возможно, сфера атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность. В общем, там есть такие серьезные вещи, которые обсуждаются нашими правительствами на протяжении уже какого-то времени, и мы постепенно подходим к их реализации. Вторая встреча была с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов. Тоже поговорили по нашим текущим двухсторонним отношениям и ждем с визитом в России президента Объединенных Арабских Эмиратов. Естественно, говорили и в том, и в другом случае по положению и на украинском направлении, и по ситуации на Ближнем Востоке. Что касается результатов сегодняшнего нашего совещания, саммита Евразес, то мы удовлетворены результатами, подвели определенные итоги. Президент Беларуси уже говорил, у нас подходит к завершению наша стратегия развития, которая была рассчитана до текущего года. Мы думаем о том, что и как выстраивать нашу работу совместную дальше, но в целом результаты работы не могут нас не удовлетворять, они нас удовлетворяют всех. Почему? Потому что главный интегральный показатель эффективности работы экономик – это темп роста экономики. А у нас в Евразес он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост 3,3%, как известно, а у Евразес больше 4, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше. Есть и 5, и чуть ли не к 6, по-моему, у некоторых там приближается. Поэтому это в том числе, не в последнюю очередь, результат нашей совместной работы, поскольку она и смысл ее заключается в том, чтобы снимать торговые и другие различные в сфере экономики барьеры для совместной работы. Это без всяких преувеличений кратно увеличивает возможности роста экономики. Но и как такие социальный показатель развития экономики – это, конечно, и уровень безработицы, и уровень роста реальной заработной платы. Потому что и в других странах примерно то же самое, но я скажу, по России у нас 2,3% безработицы. Это все-таки во всех экономиках мира один из ключевых показателей того, что происходит в экономике. И примерно в других наших странах то же самое. И второй очень важный показатель – это уровень инвестиций. Они у нас увеличиваются и в России, несмотря на все наши известные сложности, но все-таки этот процесс продолжается. И, конечно, мы не можем быть не удовлетворены этой работой, но всегда есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Мы в узком кругу обсуждали вопросы, связанные со снятием барьеров в сфере услуг, но здесь есть вопросы, требующие дополнительного исследования. Есть вещи, связанные с электронной подписью. Это очень важное направление. Это неформальная вещь, которая в случае введения на межнациональном уровне тоже создаст хорошие условия для расширения сотрудничества.
здесь тоже есть вопросы, которые мы сегодня в общем и целом обсуждали, связанные с тем, чтобы достоверность подтверждалась, связанные с тем, как мы будем регулировать санкции в случае каких-то нарушений и так далее, с тем, чтобы участники экономической деятельности не перетекали из одной юрисдикции в другую, а действовали в рамках единого экономического пространства. То есть здесь нет ничего такого, что составляло бы сложности какого-то политического характера. Все мы считаем, что по этому пути надо идти. Вопрос это такой юридико-технический, прежде всего. Надо на уровне правительства отрегулировать и доработать эти вопросы. Договорились о том, что мы этим и займемся в ближайшие месяцы. И ближайшая встреча, она носит неформальный характер, как правило, но все-таки связана с деловой частью. Так вот, очередная встреча уже по традиции пройдет в преддверии Нового года в Петербурге. Санкции, ну да, санкции. Ну, как бы, честно говоря, об этом мы уже формально так что-то упоминаем, но серьезно там в эту тему никто не погружался. Здравствуйте, РИА Новости. Если можно, у меня по другой теме вопрос, но тоже очень важный. Вы уже упомянули, что вот в ходе последних двусторонних контактов затрагивалась украинская тема. Скажите, как сейчас продвигается процесс украинского урегулирования, в частности, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, два уже состоялись в Стамбуле, и также известно, что стороны обменялись своими проектами меморандумов по урегулированию. Как вам проект украинской стороны, проект Киева, как вы его оцениваете? И была ли из Киева все-таки какая-то реакция на российский проект меморандума? Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сами переговоры. Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, я думаю, что вы сами видите, вот сегодня, по-моему, состоялся очередной обмен, вот, и все-таки, вчера-сегодня, по-моему, да, и все-таки это важно. Это гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условия для, как дипломаты говорят, для субстантивного обсуждения сути проблемы. Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена, а именно речь идет о передаче тел погибших наших военнослужащих. Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат. И договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время. Ну, рассчитываю, что президент Турецкой Республики, господин Эрдоган, остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле. А вот когда конкретно это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся в постоянном контакте, в оперативном, друг с другом, постоянно они созваниваются. И, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи. Ну, а что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны. Да, пожалуйста.
Добрый день, Павел Зарубин, телеканал России. Вот у вас, ваших коллег, только что завершился саммит Евразийского союза, а у бывших партнеров недавно завершился саммит НАТО. И там принято решение об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП. И вообще из Европы шквал голосов с призывами к милитаризации и настолько агрессивная позиция Европы. Это вообще вот в современной истории что-то новое. Как вы оцениваете то, что происходит? Спасибо. Во-первых, так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе – на агрессивности России. А это ровно все наоборот. Ведь сейчас отсечкой всех этих рассуждений является 2022 год, начало специальной военной операции. А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всему миру известно, что России было обещано, ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой. Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой. И так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим, и нам все время говорили, ну, вы не должны этого бояться, вам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы-то считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением. И с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а чего нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться. Но нас никто не слушал. И все мы двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимание. То же самое было в нашей стране, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. Никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ, если он в России функционирует. И взрывы в Москве и все что угодно, да, до последнего времени происходит. Да? И никто не хочет обращать на это внимание. Все хорошо, если это против России. Ну что, мы это не видели, что ли? И там все прекрасно видят и понимают. Но говорят о другом. Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит? Вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. Но давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений. Первую часть я сказал. Мы считаем абсолютно необоснованной ссылка на агрессивность России. Не мы агрессивны, а Запад это так называемый коллективный агрессивный. То же самое на Украине, кстати, происходило. А что же? Как же назвать то, что произошло в результате госпереворота, поддержанного коллективным Западом? Сначала приехали, подписали гарантии между президентом, президентской властью и оппозицией, потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом, так? А потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно. Это что такое? Они сами идиоты или нас, дурачков, принимают. Потом известно нам всем, что происходило на Донбассе. 8 лет кровавой войны там, против гражданского, по сути, населения. И мы 8 лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять об этом.
Ну и бывший канцлер и ФРГ, и бывший президент Франции публично рассказали, что не собирались не выполнять Минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием на украинский режим. И вели эту войну необъявленную 8 лет. А мы с целью положить конец этой войне вынуждены были в конечном итоге применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с уставом ООН. На это никто не обращает внимания. Все только вот с этого момента, почему что произошло, как это случилось, в чем их вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Вот эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну пусть увеличивают. Но это тоже говорит об их агрессивности. Сейчас поясню почему. Да, у нас не маленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать. И мы решаем ее достойно. Кстати говоря, я сейчас не хочу проводить политических аналогий, потому что причины конфликта совершенно разные, но только с точки финансово-экономической, вот, скажем, во время войны в Корее, которую США вели, они тратили 14% бюджета на это, а во время войны во Вьетнаме 10%. Решали, правда, эти проблемы в основном за счет увеличения налогообложения на лиц с большими доходами. Причем в первом случае не обращали внимания на макроэкономику, во втором уже относились к этому более здраво, но мы боремся вот за здоровую макроэкономику. Теперь по поводу самих расходов. 6,3%. Много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало. Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся. Кстати говоря, вот я говорил уже об этом, уровень заработной платы это увеличивается во всех странах Евразес и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7%, а за первые 4 месяца или 5 месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении. Это, кстати говоря, удовлетворительный, как минимум, показатель. Вот что в странах Запада происходит. Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая. Значит, вот у нас 4,3% роста экономики в прошлом году, а в позапрошлом 4,1. В этом будет скромнее намного, с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем. А в еврозоне рост 0,9%. А в ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, там вообще и в ФРГ, и во Франции, там все балансирует на грани рецессии. Что касается вооруженных сил, все время говорят о том, что у нас какие-то проблемы, мы скоро там добьются стратегического поражения в России. Ведь до сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Ну, чушь несут, и сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, и чтобы они согласились нести тяжелое бремя этих расходов в социальной сфере. Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса, на нас самих, на любимых и родных. А они-то свои 5% будут тратить на что? На закупку в США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Это не наш вопрос, это их. Хотят так, пусть делают. Но теперь вот самое главное.
Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они? Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно? Вот в этом же основа политики в сфере обороны и безопасности. Поэтому все эти их рассуждения по поводу того, что они собираются поднимать, пусть поднимают. Но это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной области будет неизменно ухудшать. Агентство «Интерфакс», Ксения Черняева. Владимир Владимирович, буквально недавно президент Франции заявил о необходимости ввести очередной пакет санкций в отношении России. И судя по заявлениям европейских чиновников, в этот пакет санкций могут войти такие меры, как снижение потолка цены на российскую нефть вплоть до $45 и вторичные санкции для ее покупателей. Как вы относитесь к подобным мерам, к риторике президента Франции, и какие могут быть последствия вот таких решений? Я уже отчасти ответил на этот вопрос. Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом. Там, ведь если посмотреть на статистику, объем закупаемый, скажем, газа увеличился за счет СПГ. Европа больше стала покупать. Это вот сегодня сколько там, 400 с лишним долларов евро за 1000 кубов. Сейчас чуть-чуть припала цена на нефть. Не чуть-чуть, а там с 75 до 65, там и 66, сколько сейчас он там колеблется все время. А если что-нибудь еще произойдет на том же Ближнем Востоке, что будет? И нашу нефть прикроют, хотя бы как-то прикроют, хотя это не удастся им сделать. Просто это по факту невозможно на сегодняшний день. Объемы потребляемой нефти и нефтепродуктов в мире растут в связи с ростом самой экономики. От этого никуда не деться. Объемы растут. А добыча-то увеличивается только в том объеме, который мы согласовали в рамках ОПЕК+. И она рассчитана на увеличивающийся спрос, особенно летом. Понимаете, ничего здесь такого, что пошло бы на пользу европейской экономике, я не вижу. Будет ли это какой-то вред для нас? Мы посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться, но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится, имею в виду, что уже сотни тысяч санкций введены, и мы находимся там, где мы находимся, как я уже сказал. У нас в прошлом году рост экономики 4,3%, а в еврозоне 0,9-0,8%. Пожалуйста, давай, Андрей. Добрый день, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, нет ли у вас ощущения, что вам пора уже лично встретиться с Дональдом Трампом? То со стороны такое ощущение, что вы как-то отдаляетесь, что ли, друг от друга. Телефон есть телефон, а глаза в глаза, как говорится, это глаза в глаза. Как вы считаете? Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем. Вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно.
то, что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, там, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса, мы, конечно, все это очень ценим, и я уже говорил об этом, хочу сказать и публично, и сейчас. Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Вот он недавно, по-моему, заявил о том, что это оказалось сложнее, чем представлялось так со стороны. Ну, так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело, когда смотреть со стороны, а другое дело погрузиться в проблему. Так же, как, я думаю, и происходит и на Ближнем Востоке. Все, хотя, может быть, там большим опытом располагал, и он был больше вовлечен в события на Ближнем Востоке. Но и там все сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней. Я всегда открыт к контактам, ко встречам. И знаю, что и господин Трамп тоже высказывал говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить. И по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества. В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше. У нас рабочий контакт налажен между основными ведомствами, и между Госдепом и Министерством иностранных дел, между специальными службами, что тоже очень важно, потому что, скажем, такой аспект, как борьба с терроризмом, он важен для нас в любой ситуации. И по линии некоторых других служб у нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это нужно последовательно подготовить. А так, в целом, эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить. Спасибо большое. Всего хорошего.